Всем привет из Тлератинского района Республики Дагестан. Здесь ручьи стекают прямо на дорогу, а горы устремляются в небеса. Сегодня мы отправимся в один из самых живописных районов Дагестана, куда редко ступает нога обычного туриста. Но я сюда добрался. Тлератинский район не самый популярный у туристов район Дагестана. И я считаю, что это абсолютно незаслуженно. После просмотра этого фильма вы поймете почему. Здесь я увидел абсолютно другой Дагестан. Суровые горы, мощные реки, сказочный лес и села, которые словно парят в небесах. В этом выпуске я отправлюсь в тяжелейший поход до границы с Грузией по совершенно диким местам. По пути меня и вас ждут множество испытаний, незабываемые приключения и удивительная красота местной природы. Поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и присаживайтесь поудобнее. Сегодня вы увидите Дагестан таким, каким вы его еще не видели. Тлератинский район – один из самых больших и самых высоких районов горного Дагестана. А еще он один из самых удаленных от столицы Республики Дагестан – Махачкалы. От Махачкалы до села Тлерата 213 километров. Доехать на машине можно за 5 часов. Но я бы прибавил еще час-два смело, ведь красоты по пути просто фантастические. И вы наверняка не раз остановитесь полюбоваться ими и сделать фоточки. По пути в Тлерату я встречал места, где дорогу засыпало камнями. Такое часто бывает в горах, особенно после сильных дождей. Тогда я не особо обратил внимание на эти камнепады, но зря. Немного страшновато ездить по таким местам, когда вверху тебя нависает скала, слева высотой 200 метров, справа высотой 300 метров. На склоне этой скалы куча камней, и они неведомо как там держатся, просто готовясь в любой момент обрушиться на дорогу. Ну и также еще много встречается мест, где уже обрушились эти камни на дорогу, где одна полоса полностью перекрыта, где порой приходится эти объезжать камни, и как-то немножко не по себе в этот момент думаешь, а что если эта громадина решит упасть тебе прямо на машину? Вот так вот обваливаются скалы. Приходится просто делать объездные дороги. Не хотелось бы себе на голову такого подарка. Тлератинский район расположен вдоль главного водораздельного Кавказского хребта. Граничит с Суртульским и Чародинским районом на востоке, с Бештинским участком, Цунтинским и Цумадинским районом на западе, с Шамильским районом на севере, а на юге с государствами Азербайджаном и Грузией. Это единственный район Дагестана, который граничит сразу с двумя государствами. Я въезжал в этот район со стороны Шамильского района, двигаясь вдоль главной Аварской реки Аварская Кайсу. Название района произошло от слова «тлерата», что переводится «у воды», или «у реки». И это название не случайно. Весь район полон ручьев, родников и рек, которые впадают в главную реку района – Джурмут. Это, в свою очередь, главный приток Аварского Кайсу. Еще Тлератинский район – один из самых лесных районов Дагестана. Леса занимают целую треть района. В них обитает много диких животных, и с некоторыми из них я даже столкнулся во время своего путешествия в этот район. В Тлератинских землях сохранились каменные сторожевые башни, типичные сооружения для горного Дагестана. Одну из таких башен я обнаружил в месте, где река Джурмут, сливаясь с рекой Хзанор, начинает Аварская Кайсу. Это Анцухская башня. Названа она так по селу Анцух.
Хорошая асфальтированная дорога кончилась примерно за этой башней. Дальше только пыльная грунтовка. Хорошие дороги кончились. Начались вот такие дороги. И везде пыль с этой дороги летит. Немного мешает любоваться пейзажами. Я бы мог и побольше поругаться на местной дороге, но зачем? Видел я и похуже. Если вы соберетесь в Тлерату, то вам обязательно нужно иметь с собой специальный пропуск в приграничную зону. В Тлератинском районе в приграничной зоне находится и райцентр, и все другие села дальше Тлераты. С момента подачи заявления до получения пропуска может пройти дней 20. Так что оформите пропуск заранее, ведь без него у вас проехать мимо пограничников не получится. Оформить пропуск можно через сайт или приложение госуслуг, но иногда это может не сработать. Так было со мной. В этом случае свяжитесь с пограничным управлением ФСБ России по Дагестану и узнайте порядок действий по оформлению пропуска у сотрудников ведомства. Первый раз проверяют пропуск. Вы с какой целью? Туризм. Туризм один? Да, один. Багажник тоже откройте. Сейчас открою багажник. Это еще не конец. Сейчас еще, наверное, проверят пропуск или что. Сказали подождать. Вот так вот серьезно. Здесь действительно КПП. Здесь действительно проверяют пропуска. Посмотрим. У меня все должно быть нормально. Сейчас подошел один сотрудник. Спросил, почему в такую дали один. В общем, удивительно ему, что в такие места один я еду. Надеюсь, это не будет препятствием мне пройти. Но это еще не все. Пост находится за 4 километра до Тлераты. И если вы первый раз прибываете в приграничную зону, вам нужно будет доехать до Тлераты, позвонить специальному сотруднику, который выйдет вас и проинформирует, проконсультирует, как себя вести в приграничной зоне. Меня это тоже ожидает. Я расскажу вам, что от него узнал. Пограничники подробно расспросили меня о запланированном маршруте и удивились моим планам. Они сказали мне, что ни в коем случае ни на шаг нельзя переходить границу. Случайно или не случайно, это уголовное преступление. Я и так не собирался, но напугали меня знатно. С одним из пограничников мы условились созваниваться в определенных точках маршрута, пока со мной еще будет связь. Это чтобы знать, где меня искать, если я потеряюсь или погибну. Также мне рассказали, что 3 дня назад в Тлератинском районе прошли жуткие ливни. Смыло несколько мостов на маршруте, который я запланировал. И, скорее всего, их не успели восстановить. Мне советовали вообще не идти туда, тем более в такое время. Тем более в одиночку. Тем более без опыта горных походов и переходов горных рек вброд. После всех этих милых бесед меня угостили ужином и пожелали удачи. Но кто бы сомневался, это Дагестан все-таки. Когда я вышел от пограничников, было уже за полночь. Поэтому переночевал я прямо в машине. Ну а пока я сплю, расскажу вам немного о том, какие здесь села и как в них живут люди. Всего на территории Тлератинского района 89 населенных пунктов. 76 из них расположены выше 1500 метров над уровнем моря, а 33 села на высоте более 2000 метров. Я был в шоке от того, как причудливо расположены некоторые из этих сел. Есть, например, село Тлерата, которое тянется узкой полоской вдоль реки Джурмут меж высоких гор. А есть Цумилюх, село неподалеку. Оно расположено очень высоко, на верхней части склона большой горы. Даже на автомобиле добраться в село непросто. Едешь к селу по узкой дороге. До реки 500 метров вниз. До села 500 метров вверх. Просто дух захватывает. Есть еще одно интересное село – Талсух. Оно прямо на гребне высокой горы напротив Цумилюха. Это одно из самых удивительных сел, которое я видел в Дагестане. Смотришь на него и невольно задаешься вопросом: а как здесь люди живут? Экономика Тлератинского района – это в основном сельское хозяйство. Причем 80% составляет доля личных хозяйств. Местные жители выращивают огороды прямо на склонах гор и занимаются животноводством. В районе насчитывается 23 500 голов крупного рогатого скота.
А еще около 168 тысяч овец и коз. Короче, это очень много. Предвкушая ваши вопросы, отвечу сразу. Электричество есть почти во всех селах. Во многих селах есть интернет, в некоторых даже ловит 4G. Вода в села поступает по трубопроводам. Из ручьев, родников, которых в Тлероте, как мы уже знаем, великое множество. Но есть и исключения из этого правила. Изначально воды в селе Талсух не было, и жители вынуждены были спускаться за водой к реке. Представьте, насколько им было неудобно. На этот счет есть легенда. В этом селе жили два шейха, так называют ведущих богословов в исламе. Сначала в Талсухе была вода, а потом шейхам и жителям села был дан выбор. Либо вода, либо покорность Аллаху. Выбрали второе. Сейчас вода в селе снова есть. Некоторое время жители получали воду из соседнего Цумелюха, но потом у Талсуха появились собственные источники. А самая большая проблема Тлератинского района – это природные катаклизмы. Во время сильных ливней по всему району реки выходят из берегов, размывает и засыпает дороги, обрываются провода и связь с внешним миром. А зимой дороги и провода страдают из-за лавин. Как раз после одного из таких катаклизмов, мощного ливня, прибыл в Тлероту и я. Путь мой лежал к месту слияния двух рек – реки Джурмут и реки Бараор. На этих кадрах вы видите реку Джурмут, более темную, и реку Бараор, она с чистой голубой водой. Именно сюда я подъехал на машине и здесь же ее оставил. Было 7 часов утра. Природа просыпалась. Дальше мне надо было идти пешком. Теперь я наконец расскажу вам, что это за место и куда я планирую отправиться. А отправляюсь я в поход по территории Тлератинского заказника. Тлератинский район стоит приехать прежде всего для того, чтобы посмотреть Тлератинский заказник. Это охраняемая природная территория в верховьях реки Аварская Кайсу. Этот заказник создали для сохранения и восстановления ценных видов растений и животных и среды их обитания. Это одно из немногих мест Кавказа, где удалось сохранить нетронутой, уникальную природу высокогорья. Здесь запрещена охота. В заказнике обитают дагестанский тур, рысь, безааровый козел, серна, редкие виды хищных птиц, волки, медведи. А с недавних пор из-за изменения климата сюда стали заходить даже дикобразы и леопарды. Но пока это единичные случаи. Общая площадь заказника составляет 83,5 тысячи гектар. Чтобы вы понимали, это половина всей территории Тлератинского района. Охраняемая территория граничит на юге с Лагодехским заповедником Грузии и Закатальским заповедником Азербайджана. Тлератинский заказник расположен вокруг реки Джумрут. Это бассейн реки Аварская Кайсу. То есть фактически здесь начинается эта великая Аварская река. Сейчас раннее утро, довольно прохладно. Воздух бодрит, свежесть ощущается. Мне приходится надрывать голос, потому что я нахожусь рядом с рекой, которая очень громко шумит. Это река Бараор. Отсюда я и начну свой поход по довольно интересному и живописному маршруту к озеру Халахёль. Оно находится на границе с Грузией. Общая длина тропы от устья Бараора до озера Халахёль около 16 километров. Казалось бы, немного, но рельеф местности непростой. Перепад высот здесь от 1500 до 2700 метров.
Учитывая, что путь до конечной точки занимает почти целый день, я взял с собой теплые вещи, еду и палатку. Я уже побывал во многих местах Дагестана, и, на мой взгляд, этот маршрут один из самых красивых во всей республике. Я хотел отправиться по этому маршруту в одиночку, и тогда вряд ли бы дошел до самого конца. Но внезапно мне повезло. Абсолютно случайно я встретил у устья Бараора единомышленников. Удивительное совпадение. Два парня с рюкзаками направлялись туда же, куда и я. При том, что туристы в этих местах, как мне рассказывали пограничники, редкость большая. Мы очень удачно пересеклись с ними, оказавшись здесь в один день и 1 час, и имея одну цель. Тут очень, кстати, вот эта будка рядом оказалась, а в ней гостеприимный дагестанец. Там мы познакомились с моими спутниками и выпили кофейку на дорожку. Мне очень повезло, я тут встретил еще 2 путешественников, и поэтому я уже пойду не один, мы отправимся втроем, и так будет гораздо лучше. Как вас зовут? Меня зовут Курбан, я являюсь имамом селения Цумилюх. Сегодня собирались поехать в горы на отдых. Вот как раз друг тоже появился новый, Алексей. Меня зовут Камиль из Цумилюха. Тоже из Цумилюха. Да, Цумилюха, тоже с ним вместе пойдем иншаллах. А мне говорили, что имамы в селах самые активные люди. Ну так говорят. Стараемся, что можем делаем. Что это за место? Начало Бараор. Не, я имею в виду вот это, что за помещение? Перевалочная база и где гостей. Любые люди по пути, которые туда-сюда ездят, идут, чтобы они отдохнули. Ну, в общем, это... Ночевали, чтобы позавтракали, кушали. Вот. Для этого, для помощи людям. На аварском разговариваете? Да, аварский. Это кларатинский диалект. Как бы чуть отличается от общей аварской. А наш брат Зайнудин, его зовут, он не знает русский язык, поэтому приходится в присутствии тебя разговаривать по-нашему. Дойдем сегодня до Халахель? Надеемся. Халахель, правильно. Халахор. Халахор? По-нашему Халахур. А, по-вашему Халахер. Да, Хала это длинный, Хур это озеро. Наконец мы с Курбаном и Камилем нацепили на себя все свое снаряжение и отправились в путь. В прошлом году тоже ходили в такое же время. Речка чуть поменьше была. В этом году, походу, из-за дождей речка чуть побольше. Придется чуть осторожнее с водой. Да, мощная она сегодня прям. Да. Вот мы уже собрались, готовы в путь отправиться. Что, начнем? Начнем! Давай. А вот и первое испытание. Спустя 5 минут мы наткнулись на место, где река Бараор разлилась так сильно, что затопила тропинку. Очень широко речка разлилась, поэтому надо очень осторожно здесь идти. Вот приходится разуваться, придется по реке идти прям. Да. Штаны до колен и Вода, вперед. если что, холодная. Так, горные речки всегда холодные, я к этому готов был. Она прям холодная. О, это жестко. Она очень холодная. Она прям просто вообще очень сильно холодная. К такому меня жизнь не готовила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это просто нереально холодно. Дойти до конца чуть-чуть осталось. О. Мы идем примерно 5 минут, и вот уже на мою долю, ну и не только на мою, такое испытание. Ну как, бодрячком? Нормально. С утра свежая вода. Я сейчас просто стою босиком, достаточно
такую прохладную утреннюю погоду, и мне просто жарко после такой воды. Название реки Бараор переводится как «Красная река». Долина реки Бараор прекрасна на всем ее протяжении. Очень живописно и сама тропа. Она вела нас вперед вдоль реки, перепрыгивая с одного берега на другой и обратно по деревянным мостикам. Эти мостики гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Их регулярно смывает могучей горной рекой во время сильных ливней, а жители соседних сел регулярно возводят их заново. Их упорству и настойчивости можно только позавидовать. Вот и в этот раз пограничники предупреждали, что почти все мосты смыло. Но вот чудо! За пару дней большинство из них успели восстановить. Один из пограничников пугал меня тем, что сюда идти не стоит. Тут 3 моста смыло, 2 кое-как восстановило, 3-й еще восстанавливают и не знаю, когда восстановят. А река бурная, переходить ее ни в коем случае нельзя при таком потоке. Но нет, 3-й мост, видимо, успели восстановить. Когда много лет назад уровень воды в реке Бараор в очередной раз поднялся, жители соседних сел объединились и проложили тропу прямо в скалах над рекой. Сотни часов труда, многие километры этой тропы. Вот это упорство! Для чего же они потратили столько времени на создание тропы? Главная причина кроется в перегонном животноводстве, которым занимаются жители ближайших сел. Скот обычно перегоняют на высокогорные пастбища летом и возвращают в долины зимой. Сейчас чабаны, так называют пастухов, увели свои стада в верховье реки Бараор. В это время чабаны живут во временных хижинах прямо в горах. Кроме чабанов, по тропе ходят жители окрестных сел, чтобы собирать ягоды и травы, заготавливать лес. Реже сюда заглядывают туристы и путешественники. Вот такие здесь дорожки сделаны, с лестницами даже кое-где. Не везде так шикарно, но, как сказал бы Антон Птушкин, жир. Эти тоже жировые. Вот это место называется мельница. Почему? Потому что раньше здесь мельница стояла. Вот здесь. Мельница. Полянка. В горных реках района много форели. Местные ребята приходят сюда ловить рыбу. Рыбачите здесь? Ловится рыба. Вот здесь местные ребята ловят форель. Вот уже поймали несколько штук. Отличная рыба. Удачи вам. Салам алейкум. Счастливо. Спасибо. Вы откуда идете? С гор. С осликом? С осликом, конечно. Что делали там? Пас. Бычком. А где бычки? Там оставил. Там остались, да? На пастбище их оставляете и уходите? А куда идете? Домой, Талсух. Талсух? Да. Знаем, мимо проходили. Да. Всего доброго. Счастливо. Ослы, между прочим, животные очень выносливые и сильные. Местные пастухи используют их для перевоза вещей. Я уже успел изрядно подустать, и видя, как абсолютно налегке возвращается в село этот мужчина, я пожалел, что у меня нет своего личного осла. Река Бараор имеет бурный нрав, и, как и любая горная река, завораживает. По пути мы постоянно любовались мощью реки, ее порогами и водопадами на ней. Бараор по праву главный герой этого фильма. Чувствуется, кто хозяин в этих краях. Вода здесь – это не только сам Бараор. Это десятки маленьких речек, сотни ручьев и родников по пути.
Вода сочится буквально из-под каждого камня. Тлерота – это еще и край лавин. И хотя лавины здесь бывают зимой и весной, в так называемый сезон лавин, некоторые из них не успевают растаять даже к августу. Например, вот это. Вот эта лавина, самая большая лавина считается в этом округе. Она и летом, в этом году из-за жары, из-за дождей, она чуть растаяла. Ничего себе, это получается еще там лед остался до сих пор. Да. Это, Кажется, как будто камень, а это лед на самом да, деле. это лед. Снег в лавину падает и остается до осени. Иногда и до следующего снега не успевает стоять. Это каждый год здесь такая лавина? Да. Название этого места – Большая лавина. А если бы мне не сказали, что это лавина, я бы просто прошел и не заметил, потому что вроде камни везде. Конечно, интересной формы камень, а на самом деле лед. Через 2-3 часа после начала похода я понял, что все, что было до этого, это легкая прогулка. Настоящие сложности испытания начинались только теперь. Хотя некоторые мосты уже успели восстановить, уровень воды поднялся серьезно, и наш дальнейший путь стал намного сложнее. То тут, то там мы преодолевали опасные участки, рискуя поскользнуться, пораниться или того хуже – упасть в бурную реку. Да, тут опасно переходить. Горная река – это опасная. Это прямо-таки смертельная штука. И шутки с ней плохи. И это не просто пафосные слова. На Бараоре бывало, что людей сбивало с ног течением, уносило, и больше их уже не находили. Поэтому не отправляйтесь в поход вдоль Бараора после сильных ливней. Весной и осенью, в пору таяния снегов или в пору дождей, туристам тут делать нечего. Если бы я отправился в этот поход в одиночку, я бы не рискнул переходить Бараор вброд. В один момент я просто развернулся бы и завершил свой поход раньше времени. Бороться с течением Бараора в одиночку и без опыта перехода горных рек – это неоправданный риск. Особенно, когда тебя ждут дома. Благодаря Курбану и Камилю, моим отважным и опытным спутникам, мне было легче перейти мощный горный поток вброд. Я получил от них отличный мастер-класс. Поделюсь некоторыми советами и с вами. Первое, что надо делать, прежде чем переходить реку, это внимательно посмотреть вокруг. Вдруг можно обойти опасный участок, двигаясь по ее спокойному краю или по краю скалы. Возможно, вы просто не заметили тропу. Если же такой возможности нет, то для перехода вброд надо искать на горной реке максимально мелководное и максимально широкое место. Почему именно широкое? Да потому что чем уже русло реки, тем мощнее поток и тем река глубже. Тем меньше у вас шансов противостоять этому потоку. Помните, если потерять равновесие хоть на долю секунды или не твердо поставить ногу, то поток моментально снесет. Поэтому убедитесь, что хотя бы одна из ног стоит твердо, прежде чем отрывать от одна другую и делать следующий шаг. Жесть! Это реально опасно. Простите, я сейчас перейду реку, успокоюсь, отдышусь и продолжу. Было холодно, было очень холодно. И сносила вообще тут такая мощь. Ё-моё, еще бы чуть сильнее была и вообще бы сносила, просто с ног сбивала. Осторожнее будьте тут, если вы одни, это будет вообще очень опасно, потому что никто не увидит даже, как вас унесло. Теперь обратно.
Сложновато, конечно, так ходить. И ноги прям аж горят они после такой воды. Дело это очень такое опасное, рискованное. Течение вообще жесткое, сносит колоссально. Я даже не знаю, рекомендовать вам сюда идти или нет. Но я пошел на свой страх и риск. Фух, это было страшно. Теперь еще пару советов. Не торопитесь, не паникуйте, не обращайте внимания на то, что вода ледяная, а ноги просто горят от холода. Как только река будет пройдена, согрейтесь вы быстро. Особенно, если на улице летняя жара. Ну и, наконец, не расслабляйтесь, когда до конца осталось пару шагов. Каждый шаг важен. Я уже успел порадоваться, что мы наконец преодолели буйную реку, но я не знал, что мы будем переходить ее вброд еще несколько раз. Самым опасным переходом был вот этот. Так и живем. Течение тут уж совсем какое-то крышесносное, многосносное, все сносное. Поэтому надо, может быть, чуть-чуть получше место найти. Место оказалось глубоким, течение норовило сбить нас с ног. Каждый шаг давался с большим трудом. Было реально страшно. Жесткая тут вода. Этот переход, пожалуй, был самый жесткий, самый сложный из всех. Но совместными усилиями мы справились. А ноги все никак не привыкнут к этой ледяной воде. У меня немного намокли карманы, поэтому слегка промочил GoPro-шку, но ей не страшно. И прям капельку телефон. Остальное, ну, еще одеяло немножко. Остальное вроде более-менее цело, не намокло, и слава богу. На самом деле, как выяснилось уже позже, промокла практически вся моя теплая одежда в сумке. Это еще сыграет со мной злую шутку. Ну а пока идем дальше. Чтобы нам жизнь совсем медом не казалась, река принесла новые проблемы. Причем в буквальном смысле принесла. Проблемой стали бешеные пеньки, друг за другом сплавлявшиеся по реке. Я недооценил опасность этого ручья. Помимо всех факторов, которые я называл в прошлые разы, здесь еще проплывают бревна, пеньки просто фигачат по этим камням и просто норовят вас снести. И это просто надо во все глаза смотреть. Смотрите вверх по течению, не несется ли на вас бешеный пенек. Было ощущение, что мы персонажи компьютерной игры, и кто-то постоянно повышает уровень сложности. Теперь надо было не просто переходить реку, а успевать между проплывающими по реке пеньками. Это было ой как непросто. С одной стороны, важно было не торопиться, чтобы не потерять равновесие в воде. А с другой, не мешкать, чтобы пенек на полном ходу не сбил тебя с ног. Да, здесь надо быть очень внимательными, куча пеньков. Осторожно, там уже следующий. Успел. Моя задача успеть до следующего пенька. Успел до пенька.
Смотри, пенек вверху. Пенек. Пенек. Пока бревна не проплыли еще раз, я быстрее перехожу. Блин, ставки тут слишком высоки. Здесь вам не компьютерные игры. Нужно относиться к этому со всей серьезностью. Мы справились. Шикарно идем, ребята. Если бы еще мосты не смывало. Немного погодя, мы встретились с теми, кто был причиной испытания пеньками. С лесозаготовителями. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Гаджи. Мы занимаемся заготовкой дров на зиму. Кляротинский район, селение Семилюк. Вокруг села еще 5-6 селений. Все села обеспечиваем вот так издалека по речке, отпускаем туда траву. Километров примерно сколько здесь до автомобильной дороги? 9 километров по речке туда спускаем дрову. И там ловим, на машину грузим и дальше в село везем. Это, короче, из-за вас мы переходим реку и в нас пеньки летят. Вот, да. Вот в чем причина. Вот мы были это виновники. Старые, у кого дома нет молодых людей, вот они покупают у нас дрова. Вот такой труд у нас. А кто на равнинах живет, у них есть газ, уголь, все. У нас никаких условий, вот так выживаем здесь, можно сказать. Холодными и снежными тлератинскими зимами эти дрова согревают жителей окрестных сел. Гаджи и ребята рубят деревья наверху, в лесу, скидывают пеньки в реку, а затем сама река несет эти пеньки вниз по течению. Очень часто они застревают на камнях и порогах, и приходится собирать их по всей реке, выковыривать и сплавлять дальше. А вы рубаете в каких местах? Это типа по закону? Да, специально отведенные места? делянки у нас тут. Угу. Все законно. Ой, это уже 4-я пара кроссовок. Такая профессия, изнашивающая обувь. Интересно, что у меня будет с кроссовками после этой прогулки. Как они износятся? Пока держатся. Ну тут такие острые камни, что вполне можно их и проткнуть, и стоптать, и все что угодно. И всем передают привет вашим подписчикам. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Алейкум салам. Вас можно снимать? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Что здесь делаете? Я собираюсь к пастуху отнести хлеб, мясо, продукты, там еще помидор, огурцы. Просто передам пастуху и все обратно. Здесь есть документ, потому что гражданин России, паспорт. И здесь внутри есть при желании, если вы хотите интересоваться, документ на лицензии Сайга 760. Да я вас не проверяю, нет. Чисто законным путем живем и проживем. Ладно, удачи вам, хорошее дело делаете. Спасибо. Салам алейкум. Нас все больше и больше. Компания растет. Работает. Почему растет? Потому что это место все останавливают уже. Отсюда распределяют и в сторону, и туда, и туда. К этому моменту мы прошли меньше половины пути. К счастью, самая опасная часть похода осталась позади, но не самая трудная. Поэтому настало время отдохнуть и пообедать. Через некоторое время, после пары переходов через речку, я уже перестал обращать внимание на мокрые кроссовки и мокрые штаны. Еще через некоторое время я убрал телефон в рюкзак и перестал снимать. Еще через некоторое время я уже спокойно относился к тому, чтобы переходить через эту бурную реку. Мы остановились на перекус и немножко отдохнуть в том месте, где останавливаются все местные жители, чтобы тоже перекусить, отдохнуть и вспомнить предков. Здесь у нас баранина, да? Да, баранина, мясо. Здесь овечий сыр натуральный. Лук, чеснок и помидоры.
Все, вот это наш обед. Когда находишься рядом с шумящей водой, это особенное чувство, успокаиваешься, вся эта обстановочка неплохая получается. Вот так вот мы перекусываем, а там бревна летят. Вовсю просто. Вырубка идет на делянках. Пеньки летят, работа кипит, потом они по реке спускаются ниже. Вот эта технология горская. Зачем ты идешь на Халахель? Я иду в Халахель, чтобы отдохнуть. Интересное место, природа, горы, речки, озера. Отдых никогда не мешает. Но ведь туда долго идти, это же не то что отдых, это даже наоборот, скорее работа. Оно того стоит. Подожди, Залю. Я вырежу ненужное, если что. 10-минутный смех я тоже вырежу. Ну, причины разные. Причины разные, чтобы увидеть красоты, озера, речки, красивые места, где предки жили, вспомнить их тоже. Задавайте вопрос. Зачем ты идешь на Халахель? Не, я не иду на Халахель. Я иду, тут дальше есть лес. Смотри сюда. Собрать черника. Дикие смородины. Вот 10 литров ведро есть, это надо заполнять до вечера. И потом будем ночевать там, где нормальное место. Дальше не буду я подняться. И потом утром, рано утром буду вставать и будем собрать земляника. Первый раз идешь? Я уже там сколько чабанул с отцом. А какой интерес туда идти еще раз, если ты уже видел? Еще хочу видеть. Такое красивое место. У сумки оторвалась ручка. Мы проявляем чудеса изобретательности. Вот наш друг сейчас одевает. По-моему, только так. Через шею не пойдет. Но так не очень удобно, конечно. Так. Опытный турист сказал, что он сделает лучше. Все равно очень жестко. Так долго не протянуть. План Б тоже не сработал. Сейчас будет план Б. Аварский план будем делать. План С. Не, План Х. Х. Как сейчас? Вроде пойдет. Только как теперь мне рюкзак найти? Давай. Еще есть? Его можно это растянуть. У кого есть свободные рюкзаки еще? Аварский рюкзак, да? Аварский рюкзак. Все, уже собираемся. Как настрой? Настрой четкий, супер. Сейчас чисто пойдем. Настрой на подъем. Вам счастливо. Вам тоже счастливо. Пусть ягод на вас свалится полон. Просто полное ведро. План работал. Да, план сработал. Идем дальше. Отдохнувшие с новыми силами, мы отправляемся дальше. И наш путь идет, что бы вы думали, рядом с рекой
Бараор, все той же нашей незаменимой спутницы. Тропа все чаще заходила в лес. Все больше на пути нам попадалась ягода, о которой нам поведал Хабиб. Чай это то из смородиновые листья? Это земляник. Земляничный? Есть и от малин тоже. Свежая малина прям с куста. Горная, насыщенная витаминами местными. Кайф идти ее кушать по дороге. Но надо идти, не забывать. Идем сейчас просто по лесу. И этот лес реально полон ягод, как я уже сказал. Вау! Прям на кусту свеженькая. Земляника какая вкусная. Наше путешествие превращается немного в дегустацию ягод. Это интересно, это вкусно. А представьте себе, мы идем еще по тропе, прям по самой тропе. А если сойти с тропы, сколько здесь будет ягод? Тут же все-таки регулярно ходят люди, и каждый раз охота эту ягодку себе в животик положить. Здесь мы проходим просто малиновый рай. Не вся доспела, но много уже поспела. В общем, как вы поняли, здесь ягод навалом. И земляника, и малина, и смородина. Я постоянно останавливался, чтобы снимать окружающую красоту на камеру. Поэтому мы шли гораздо медленнее, чем планировали. У нас не было времени остановиться и наесться ягодой вдоволь. Поэтому я съедал все, что успевал сорвать по пути. Это была нам награда за все, что мы пережили. Уже почти 2 часа дня. Жара, солнышко припекает. Мы поднимаемся все выше и выше в гору, потихонечку идем вверх. Сейчас идем по небольшой равнине. Дальше нас ждали другие сложности. Вторая часть пути была тяжелее из-за затяжных подъемов. Тут начался конкретный подъем, прям почти как на Шилбуздак. Поэтому силы постепенно начинают покидать. Дорога проходила через настоящий дикий хвойный лес. К сожалению, я не могу передать вам через экран аромат хвои. Но поверьте, запах был то, что надо. Это отличное место, чтобы зарядиться энергией леса и подышать чистым, целебным горным воздухом. Клератинский лес – настоящий природный санаторий под открытым небом. Обожаю аромат хвои, еловые шишки под ногами, где бы я их не встретил. А встретить их можно как в северных широтах России, так и здесь, в горах, в Дагестане, да и вообще в любых горах. Водичка просто вот. Настоящий горный родник. Освежает, бодрит. Это надо ощутить. Я уверен на все 100, что никогда в жизни не пробовал воды вкуснее, чем ледяная вода из клератинских ручьев во время изнурительного похода под палящим летним солнцем. Это непередаваемое ощущение. Кстати, запомните это место, потом скажу зачем. Мы сейчас находимся на высоте более 2100 метров и прошли большую часть пути. Сейчас скоро уже выйдем из леса, подъем уже станет меньше, дорога станет легче. Ну и там уже потихонечку, помаленечку, и мы дойдем до нашего озера, до нашей цели. Ниже по течению мы шли вдоль реки и были словно в сказочном царстве. Чем выше мы поднимались,
тем более суровыми становились горы. Это была уже совсем другая природа. И я решил, что неплохо бы поснимать ее на дрон. Горы вокруг были очень высокие. Это помешало дрону получить начальные координаты от спутника во время взлета. Взлетал я прямо из густого леса, поднялся очень высоко. И когда настала пора возвращаться, я просто... потерялся. Обычно я нажимал кнопку «Возврат домой» или летел обратно по визуальным ориентирам. Сейчас таких ориентиров не было, а домашняя точка была определена дроном неверно. Заряд аккумулятора, как назло, начал быстро падать, и чтобы вслед за ним не упал и мой дрон, мне пришлось сажать его на первую попавшуюся полянку. Благо, связь с пультом не прерывалась до самого конца, и я впервые заканчивал посадку на 0% заряда. Дрон сел и сразу же отрубился, но успел передать последние координаты. Потерял дрон, не успел вернуться, пока зарядка не кончилась. Не нашел, где мы. Идем искать дрон. Срочно надо это сделать. Посадил я его куда-то, пока без понятия куда. Пока мы отходим от него немножко. Но сейчас мы перейдем ручей. Лазим где-то непонятно где. Попытки найти дрон. Не, погоди, тут не спускай. Опасно. Давай обойдем. Вон, видишь, там просвет, наверное, вон там. Тут, может быть, можно обойти. Тут лучше не надо. Пойдем повыше где-нибудь обойдем. Не знаю, тут наверняка можно обойти. По дороге пошли, обойдем это место. Последний уже показывал, значит, скорее всего, он прям точно зафиксировал местоположение. Ой-ой-ой, пульт упал. Какой пульт? Не, я вижу его уже, вот он. Пульт. Вот, похоже очень на ту самую поляну. Блин, километр, наверное, 1,5 мы по этому склону до нее прошли. Прям очень долго шли. Сейчас попробуем найти этот мой коптер. Я его где-то тут сажал. И если мы узнали это место, значит, скорее всего, мы его найдем. Но я не теряю надежды, по крайней мере. В густом лесу найти коптер сложно, но у нас сигнал был до самого конца. Поэтому и посадил я его на поляну, поэтому задача намного облегчается. Спускаемся вниз по этой небольшой долине. Вблизи засохшего ручья. Это главный ориентир. Осторожно, осторожно. А, вон, я вижу ее. Нашел. Вот он. Есть! Мы его нашли! Я думал, он потерян. Вон он, нашли. Мой коптер, он целый и невредим. Машаллах. Ну, слава богу. Ну да, хорошо, что нашли. И слава богу, мне не придется снова говорить, что нам пора заканчивать блог. Я потерял коптер, потому что я его не потерял. Пронесло, у меня просто отлегло на все 100. Сейчас я был просто в диком напряжении. Несмотря на это, я снимал. Сними этот ручей, который стал ориентиром. Вот этот ручей стал нашим ориентиром. Эта полянка тоже очень похожа была на изображение с последним с коптера. И вот он родименький. Мой герой. Она уже училась. Мой пострадавший. На последнюю съемку вот эту тропу я заметил. Думал, вот это может нет, думал. Представляете, прямо около тропы еще он упал. Еще вдвойне повезло, что нам теперь обратно возвращаться будет очень легко. Прям возле знакомого ручья, где я пил воду. Помните этот ручей? Одно из самых больших везений в моей жизни. Потерять так коптер, это, конечно, не везение, но найти его и прямо еще рядом с тропой, это везение. Попью-ка я водички.
Это был не первый случай, когда я терял дрон в Дагестане. Вы можете посмотреть наш фильм про красивое ущелье Южного Дагестана, забравшее мой дрон. Ссылка на него в описании. Этот фильм не только про потерю дрона и его поиски. Не только про красоту дагестанских джунглей. Этот фильм еще и про то, как важно не терять надежду, когда кажется, что все против тебя. Нашли? Да ладно! Но вернемся в Тлератинский район. Последняя часть маршрута проходила по так называемым субальпийским и альпийским лугам. У горных массивов такие луга начинаются сразу над границей леса. Для них характерна низкорослая растительность. Природа вновь преобразилась. Река Бараор здесь, выше по течению, еще не успела впитать в себя воду многих других рек и ручьев. Она была еще совсем небольшой и совсем безобидной. Пейзаж поменялся, леса закончились. Вот такие теперь холмы, горы высокие на самом деле. Это высокогорный Дагестан. Идти стало чуть полегче. Я устал уже конкретно. Действительно, замучился, немного отстаю от моих спутников. Но им привычнее по таким горам ходить. Я все-таки опыта этого набираюсь только. Хотя Шилбуздак это то, чем я горжусь. От подножия забрался, да-да-да. Шилбуздак – одна из самых красивых гор Дагестана. Я очень советую всем там побывать. Ссылку на фильм о восхождении на Шилбуздак вы найдете в описании. Идем по высоте 2 километра 300 метров. Поднялись еще на 200 метров вверх. Но это еще не конец, я чувствую. Усталость меня догоняла. А сам я периодически сильно отставал от своих спутников. Фух, на одном из камней я просто лег. Потому что уже не мог идти дальше. Мышцы бедер начало сводить, потому что на спине ноша тяжелая из-за этого. Да, я совсем устал. Мои спутники убегают вперед вообще далеко. Поэтому решил передохнуть. Рюкзак отвалился. От него веревка отвалилась. Теперь не знаю, что делать. Как я его потом назад буду тащить. Этот не рюкзак уже, а пакет. А был рюкзак. Такие камешки, такие холмики, совсем другие виды. Озеро уже вон где-то там, не так далеко, но до него все равно еще идти. Если у меня сил не оставалось даже, чтобы поспевать за своими выносливыми спутниками, то Камиль и Курбан по очереди несли большую ветку для нашего будущего костра. Видимо, очень нужны дрова. Ветку таки оставили, потому что она не такая уж сухая. И тащиться с ней в эту гору пешим походом было бы очень долго и непродуктивно, возможно. Тем временем вечерело. Солнце зашло за горы и стало гораздо прохладнее. Штаны и кроссовки, которые моментально просыхали днем после перехода вброд, сейчас оставались влажными даже после незначительного контакта с водой. Вот такие вот подъемы мне уже даются с большим трудом. Сводит левое бедро. Но ничего, потихонечку, чуть-чуть осталось. Наверное, где-то час ходьбы. Ну, я думаю, по уровню восхождения сравнится с Шилбуздагом. Там берется подъемом, а тут измором. Перед последним участком пути Камиль и Курбан остановились перекусить. А я... Я просто лежу, потому что очень-очень устал. Чуть-чуть осталось, и уже там можно расложить палатку и отдыхать. Осталось 2 километра по прямой. 2 километра 200 метров по кривой, потому что идти можно только по кривой. Пора уже трогаться, осталось 1,5 часа светлого времени суток. Так что пошли. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой! А, моя спина!
как я пойду. Это будут самые сложные 2 километра на этом пути. Уже на закате Камиль заметил какое-то движение на склоне горы. Это были настоящие дагестанские туры. Животные из Красной книги, один из редких видов горных козлов. В том числе ради их сохранения затевался тлератинский заказник. В летнее время они, как правило, встречаются в более высоких местностях, чем в зимнее. И встретить их можно, только поднявшись в горы. Сейчас мы повстречали туров, настоящих горных дагестанских туров. Я просто очень быстро постарался запустить коптер. Через какое-то время они, конечно, заметили коптер и стали убегать. Ну, я заснял этот забег. Дагестанские туры время от времени образуют крупные стада. Иногда наблюдались скопления нескольких сотен особей. Но чаще всего можно встретить малые группы из 10-12 животных. Эти белые крупинки, очень много крупинок. Это не сахар кто-то рассыпал, это овцы. Уже на подходе к границе с Грузией мы встретили и чабана, пасущего овец. Очень-очень много овец. Море овец просто. Вот такое вот оно, тлератинское высокогорье. Эквилибристика, как она есть. Еще светло, и похоже, нам удастся засветло дойти до финиша. И вот, наконец-то, мы выходим к озеру. Это еще не финиш. Озеро Халахёль находится чуть подальше. Но палатку мы будем ставить здесь, возле этого озера. Потому что, во-первых, темнеет. А во-вторых, здесь меньше ветра дуют. Конечно, они дуют, и вы это слышите, но гораздо меньше, чем там, повыше. Там более открытое место, Халахёль. А чё, все? Да, все. О, наконец-то! О. Вот до озера дошел. Это маленькое озеро. А там большое, длинное озеро, Халахёль. Подписчикам всем привет! Трижды подумайте, прежде чем сюда ходить, о вашей физической подготовке. Я вроде на Шылбуздак забрался, но это все равно было очень тяжело. Но мы добрались. Халахёль тут уже неподалеку, ночевать будем здесь. Помните, я задавал Курбану и Камилю вопрос: зачем вы идете на Халахёль? Теперь я отвечу на этот вопрос сам. Я шел на озеро Халахёль, чтобы испытать себя, чтобы оказаться наедине с природой, чтобы увидеть красоту тлератинского леса, рек, гор и озер и показать ее вам. И, как оказалось, по-настоящему влюбиться в эти места, запомнив их на всю свою жизнь. Теперь можно попить чаек, согреться и поспать, выспаться перед завтрашним путем назад. Но еще с утра хочу дойти до Халахёля все-таки. Вот так вот здесь мы уютно устроились в моей палатке. Будем спать все вместе, чтобы было теплее и интереснее, так сказать. Здесь газовая горелка. Она нужна, чтобы согреть нам чай.
А еще, чтобы высушить мне носки. Да, они у меня все мокрые. Все пары носков мокрые. Вся одежда, водолазка, вся теплая одежда, вторые штаны, кофта. Все промокло, когда мы переходили через Бараур. Вот это одевай. Вот это одевай. Вот, сейчас уже как-то повеселее, потеплее стало. Горячий чай после того, как я замерз, и после того, как я очень сильно устал, это прям самое то, это прям наслаждение. Это, наверное, самый вкусный чай, который я пил за последнее время. Просто потому, что он мне сейчас был очень нужен. Встал я рано, еще до рассвета. Ранним утром иду на озеро Халахёль. Мои спутники еще спят в палатке, а я решил дойти. Иду. Вот. Иду без носков. Сейчас как бы не намокнуть, потому что кроссовки у меня тоже. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я прям по болоту иду. Плюхаю просто. Ну вот. Задача уже не выполнена. Тут болотистая местность и ручьи всякие текут по равнине, поэтому их лучше, наверное, большими крюками эти ручьи обходить. Я думал, я пипец как замерзну в палатке, но нет ничего подобного. Одеялом накрылся и вроде ничего так. Я думал, что я замерзну в хлам утром, потому что еще вечером, когда мы пришли, было очень холодно. Но и этого не случилось. Сейчас достаточно тепло уже утром. Я думаю, днем будет жара вообще. Опа, что это такое? Вода, скатывающаяся вниз? Вы когда-нибудь видели такое? Плоскость воды как будто уходит вниз. Вот это оптическая иллюзия, конечно. Потому что там вон отражение гор слева и справа отражение гор. И вот под таким уклоном идет оптическая иллюзия. Вау! Расположено озеро Халахёль на высоте 2754 метра. Халахёль достаточно крупное озеро. Его длина 700 метров, ширина около 200, а глубина около 12 метров. Вокруг этого озера есть 4 озера поменьше, но они не менее живописные. А в верховьях долин соседних рек есть еще несколько групп по несколько озер. Советский географ Генрих Анохин в конце 60-х годов 20 века так писал об этом месте. Есть на главном водораздельном хребте Восточного Кавказа одна загадка, которая сейчас поражает людей. Между перевалами Химрик и Джоах в громадных корытах покоится десятка-полтора высокогорных озер. Почему они сгрудились именно здесь, ученым еще предстоит объяснить. Они разные по величине и, наверное, по глубине. Не у каждого из них найден источник пополнения, и не у каждого из них есть сток, не у каждого из них даже есть имя. Но все они одинаково голубые. Это место Анохин назвал плато засыпающих озер, потому что ему здесь хорошо спалось. А мне после долгого изнурительного пути и в частично промокшей одежде, под промокшим одеялом, спалось здесь весьма плохо. Зато как красиво и тепло стало на плато на рассвете. Пока Курбан и Камиль еще не проснулись, я уже наслаждался этими завораживающими пейзажами. Плато засыпающих озер. Все, я смотрю уже на Грузию. Это Грузия.
Что еще примечательного в этом озере Халахёль? То, что оно находится не полностью на российской стороне. Если перейти на тот берег или переплыть, то вы окажетесь просто в Грузии, и это будет уголовным преступлением. Поэтому будьте осторожны с такими вещами. Поднимусь на эту небольшую гору. Она находится еще на территории России, чтобы посмотреть на это озеро с горы. Вот здесь такая пирамидка из камней наложена. Полагаю, это нечто вроде символической границы с Грузией, либо она проходит очень рядом. Вон вдалеке гора Тинафроса. Я собирался на нее пойти, но в мои планы вмешалась усталость. Сильная усталость, накопившись после первого дня. Я уже туда не пойду. И даже еще очень высоко забираться на ту гору. Плато засыпающих озер. Название подобрано весьма удачно, потому что такое ощущение, что здесь все заснуло. Тут даже сейчас на рассвете ветер, практически его нет, очень слабенький ветер. И кажется, как будто все просто остановилось. Время остановилось, и остановился и я на этой вершинке горы. Позади меня Грузия. Ну или позади меня Россия. Рассвет вон должен быть с той стороны, но его походу не будет, потому что горы слишком высокие. Солнце зайдет когда-нибудь попозже. Это что за чай? Какой заварили, такой и пью. Это зеленый чай, да, получается? Ну, какой-то зеленый из какой-то травы. Подходит отлично к этому месту, которое тоже зеленое, тоже из какой-то травы. Утро добрым бывает, несмотря на сильную вчерашнюю усталость. И несмотря на то, что я спал плохо. Но утро все равно очень доброе. И такое ощущение, как будто мне силы все вернулись. Я вот даже сейчас пойду вон туда. Там за этой горой еще 2 озера есть. Небольших. Я не первый раз убеждаюсь, чтобы место заиграло особыми красками, чтобы по-настоящему им проникнуться, надо дойти до него пешком, надо в него вложиться, преодолевая на своем пути трудности и усталость. Именно за это я ненавижу и обожаю пешие походы. Чем тяжелее, интереснее и живописнее сама дорога, тем лучше ощутишь и запомнишь место. За это время просто успеваешь больше разглядеть, услышать, почувствовать, запомнить, понять. А потому и с собой унесешь больше. Allah ستور aldı sabroge habun Sala salam dode emir bitila الجنعات ثول وجوج حصن أونيو صلى سلام دود يا رسول الله سير شهر ثول وشيطان ثوتوليو صلى سلام دود يا حبيب الله خير يا ذو القطب تلقى يا ذو النور صلى سلام دود يا كريم الله كامل أزو أصل رسول أزو خان صلى سلام دود يا نبي الله. Шикарно, шикарно. Вообще, надо было изначально репетировать. Я еще не знал, насколько тяжелее мне дастся дорога обратно. Как на обратном пути в одиночку намного страшнее будет преодолевать горную реку. Я еще не знал, как последние 5 километров мое тело будет просто страдать, а я с трудом делать каждый следующий шаг. Но я знал одно. Я навсегда запомню этот поход. Моих добрых и отважных спутников, что по воле судьбы разделили со мной эти мгновения. Я запомню эту суровую гладь Халахёля, запах хвои в сказочном лесу, мощь неукротимого Бараора, милые деревянные мостики, аромат дикой лесной земляники, вкус ледяной воды тлератинских ручьев. Ради таких моментов и стоит жить. Ну все, я пошел. Да, счастливо, Алексей, счастливо, береги себя. Давай, вам удачи, чтобы ваш поход тоже хорошо закончился, как и надеюсь Еще мой. приходи. Завтра, да? Завтра или следующий год, такое же время. Или чуть Ну, пораньше. посмотрим, когда я в следующий раз в Дагестане буду, я не знаю. Ладно, Как счастливо вам. получится.
На обратную дорогу у меня ушел почти целый день. Это только кажется, что вниз идти легче. Испытания рекой никуда не делись. Усталость тоже. Несколько раз я сбивался с тропы. Однажды я услышал, как от меня убегает какой-то крупный зверь. Сейчас был какой-то жуткий грохот, кто-то от меня убегал крупный. Я шел обратно больше 9 часов, но вам предлагаю посмотреть укороченный вариант. То, что вы увидели за несколько секунд, это была жесть просто. Я сейчас просто шел и стонал от усталости и боли. У меня так болят плечи. Это были самые сложные съемки в моей жизни. За эти 2 дня многое изменилось. У меня выросла щетина. Я устал просто до самых больших пределов, как я только мог устать. Я чуть не потерял коптер. Я преодолевал эти бурлящие потоки с риском для жизни. Он действительно есть. Не советую повторять так после сильных дождей. Поставьте этому видео лайк и напишите комментарий. Но, блин, я даже не знаю, как еще мне расшибиться в лепешку, чтобы вы это сделали. Место действительно очень крутое. Сейчас у меня только одно сильное ощущение. Это усталость. Усталость и еще раз усталость. Подписывайтесь на наш канал. Как вы поняли, с нами интересно. Совсем скоро я начну работу над итоговым фильмом про Дагестан. В этом фильме мы покажем вам еще больше красот этой прекрасной республики. Расскажем о том, как здесь живут люди. Поговорим об истории и отличительных чертах этого многонационального региона. До встречи на нашем канале. Путешествуйте, ведь мир намного удивительнее, чем любые наши представления о нем.